Слава Украине, при этом от Полонского, ребята, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Я вам об этом уже рассказывал. И что касается бавовны особенно, да, ни разу, ни два мне приходилось возвращаться к старой бавовне, которая происходила еще полгода назад. Помню, такая штука была, когда наши шлепнули завод ланцетов в Московской области, тогда был бабах сумасшедший, но сначала было непонятно, что разбили, там завод фейерверков или еще что-то, как рашисты говорили, а потом ланцеты стали очень, намного меньше летать, 2 раза меньше летать, и так, кстати, и не оправились они с этими ланцетами. Вот, но я тогда уже апдейт по бавовне давал через полгода, а бывает такое, что ты апдейт по бавовне даешь почти сразу, буквально там через сутки, да, вот, но в основном это так проходит неделя, 2 недели, 3 недели, ты уже знаешь, что произошло, причем информация приходит от самих же рашистов. И вот такой же случай, это Муром, Владимирская область, приборостроительный завод. Я информацию по этой... Она была 30 числа, 30 апреля, тут нечего выдумывать, то есть это уже 2 недели назад. Я тогда сразу же записал ролик, но сказал, смотрите, ребята, как только будет какая-то информация более точная, я вам обязательно дам знать. Вот она уже, собственно говоря, есть. На этот раз прошло 2 недели. Ну, окей, вариант. Итак, Муром, Владимирская область, это за Москвой. Следующая область за Московской, соответственно, от границ с Украиной до Мурома, я знаю, где-то, наверное, 1200 километров, где-то так. То есть, ну, немалое расстояние, особенно учитывая, что дрон же он не по прямой летит. Он летит так, чтобы обмануть это ПВО везде. Вот, то есть, ну, полторушника, то и 2000 эти дроны пролетели. Да, значит, атака по приборостроительному заводу была, и вот рашисты сами, как говорится, сейчас выкатили информацию, вот, признали очевидно. Но, учтите, поскольку информация происходит от рашистов, то, скорее всего, ну, скажем так, в 90% случаев она преуменьшена. То есть тем, чтобы скрыть настоящий размер потерь. Это тоже надо учитывать. Соответственно, видимо, произошло что-то худшее для них, чем то, что я вам сейчас скажу. Значит, удар был совершен с применением 8 беспилотников, то есть все 8 долетели, ПВО, как они написали, отмечается неэффективная работа рэбов, установок рэб, которые пытались подавить данные дроны. То есть работали или не работали, не имеет никакого значения. То, что они говорят так, что поражен и уничтожен склад с готовой продукцией. А что это за завод и что там за готовая продукция? Объясняю. Этот завод, на самом деле, это своего рода оружейный пороховой завод. Но не совсем. Он выпускает действительно приборы, видите, название приборостроительное. Это завод, который выпускает капсули для различных видов вооружений. От стрелковых и до артиллерии. То есть то, что инициирует подрыв. Да, подрыв заряда. Вот. Без капсуля все остальное, ну, вы знаете, кто был в армии, без капсуля выстрелит у вас автомат или нет? Вот и я за это, да. Ничего не выйдет. Значит, сгорело складское помещение с капсулями, которые там находились для различных видов оружия. Опять они пишут, что уничтожено административное здание, где, как говорится, руководство сидело. Они опять пишут, что поскольку долетело 8 дронов, но 4 из них якобы упали на территории завода без каких-то значительных последствий. Вот тут уже, скажем так, простор действий для мечтаний, потому что, скорее всего, что брешут. Поверить могу, что упал один дрон без последствий, там где-то, допустим, на каком-то пустыре, на это, завод же здоровый, да, где-то упал, не попал. Но что 4 дрона упало, не попало, то есть получается, что они сделали 1200 километров, долетели до этого завода, а потом упали куда-то, но верится мало, да, то есть как-то вряд ли. Тем паче, что рэб не сработал, да. И 2 беспилотника атаковали цех синтеза взрывчатых веществ, и они пишут, что информации о последствиях нет. Ну, такую вещь они всегда пишут, когда цех уничтожен. Вот, то есть что-то было вражено и уничтожено. То есть, ну, вот у них читать надо уметь между строк. Таким образом, мы видим, что работа вот этого вражеского предприятия, которое, кстати, внимание, является законной военной целью, поскольку это чисто военное предприятие, чистый почтовый ящик, как говорится, и сравните это с тем, как они лупят там вот то по Киеву, то по Одессе, то по Сумам, то по Запорожью, значит, по гражданским объектам. Просто почувствуйте, как говорится, разницу
как наши работают и как работают путинские бандиты. Вот, то есть, ну, можно говорить о том, что завод полностью выведен из строя, и когда он начнет работать, одному Аллаху известно.